Привет, Арми. Добро пожаловать обратно на мой канал. Он увидел его. Тэхён сломался. Чингук подбежал, чтобы обнять его. Он не знал, что за ним наблюдают. Пока не стало слишком поздно. Тэхён пытался держаться. Каждый вдох был контролируемым, каждое выражение лица тщательно скрывалось. Но что-то в тот момент сорвалось. Маска треснула. И на долю секунды все, что он скрывал, отразилось на его лице. Вот тогда это и случилось. Их взгляды встретились через расстояние, сквозь шум, сквозь все. Чингук наблюдал за ним все это время, не отводя взгляда, не упуская ни секунды. И в тот момент, когда Тэхён это понял, можно было увидеть, как он сломался. Он замер. Его глаза дрожали. Его губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но ничего не вышло. Потому что, как объяснить эмоции, которые ты так долго скрывал, когда тот единственный человек, от которого ты их скрывал, только что все увидел? А потом Чингук двинулся, без колебаний, без предупреждения. Он пробежал сквозь толпу, мимо всего, прямо к нему, словно ничто другое не имело значения, словно он больше не мог выносить расстояние. И когда он наконец добрался до Тэхёна, он не сказал ни слова, он просто крепко прижал его к себе, отчаянно, словно боялся отпустить. В тот момент все изменилось. Фанаты были к этому не готовы. Никто не был готов. Потому что это было не просто объятие. Это было нечто искреннее, нечто настоящее, нечто, чего они никогда не должны были видеть. И то, что произошло сразу после этого, заставило всех окончательно потерять самообладание. В тот момент, когда произошло объятие, все, что так долго тщательно контролировалось, начало рушиться. Ким Тэхён сначала не двигался. Его тело оставалось неподвижным в объятиях, словно его разум не осознавал происходящего. Но его глаза выдавали все: дрожание, переполняющее чувство, открытость, которую он никогда не позволял себе демонстрировать на публике. Стены, которые он так идеально возвел, больше не существовали. Потому что Чон Чингук не просто увидел его, он увидел все. Каждый скрытый взгляд, каждое колебание, каждая секунда, когда Тэхён думал, что никто не обращает на него внимания. Чингук был там, молча собирая каждую деталь, наблюдая без перерыва, без отвлечений, словно ждал именно этого момента. И когда он настал, он не колебался. Именно это делало невозможным игнорирование. Дело было не только в объятиях, дело было в их неотложности. В том, как Чингук сократил расстояние, словно принял решение задолго до того, как Тэхён понял, что за ним наблюдают. Словно это было не импульсивно, а неизбежно. Тэхён медленно отреагировал, почти инстинктивно, его руки сжались крепче, чем ожидалось, словно отпустить означало потерять что-то, чего он больше не мог себе позволить потерять. Напряжение в его плечах спало, но не мягко. Оно разбилось вдребезги. Издалека это выглядело просто: два человека, держащиеся друг за друга. Вблизи же это было нечто совершенно иное. В этом была тяжесть. История. Что-то неразрешенное, что слишком долго оставалось под поверхностью. Фанаты почувствовали это сразу, не из-за того, что было показано, а из-за того, что больше нельзя было скрывать. Время было неподходящим. Интенсивность не соответствовала ситуации. И именно поэтому это начало распространяться, потому что это не было запланировано. Тэхён пытался скрыться, это стало очевидным. То, как изменилось его выражение лица перед зрительным контактом, то, как он, казалось, был застигнут врасплох, это не было частью какой-либо игры. Это было реально, естественно и опасно открыто. И Чингук все это видел. Не как прохожий, не случайно, а полностью. Вот что изменило все. После этого момента что-то между ними изменилось таким образом, что это уже нельзя было обратить вспять. Даже когда они отстранились друг от друга, не казалось, что расстояние вернулось. Скорее наоборот, оно стало тяжелее, ближе, более открытым. Тэхён не мог полностью прийти в себя, не так, как обычно. В каждом движении,
В каждом последующем взгляде чувствовалось затяжное напряжение. И Чингук больше не отводил взгляд. Именно об этом моменте фанаты не переставали говорить, потому что обычно подобные вещи быстро утихают. Происходит мгновение, люди идут дальше. Все возвращается в норму. Но на этот раз все было иначе. Чингук продолжал наблюдать, не незаметно, не пристально, а прямо, и Тэхён снова это заметил. Но на этот раз он не пытался это скрыть. Этот молчаливый обмен, без слов, без жестов, имел больший вес, чем все, что можно было сказать. Он казался незавершенным, словно что-то началось, но еще не закончилось. И именно здесь нарастало напряжение, потому что люди начали задавать вопросы, которые им не следовало задавать. Почему Чингук так убежал? Почему Тэхён выглядел так, будто его поймали, а не просто утешили? Почему ни один из них не вел себя так, будто это был просто очередной момент? Что-то было не так, что-то слишком сильное, чтобы это игнорировать. И чем чаще это повторялось, тем очевиднее становилось. Дело было не в одном моменте. Дело было во всем, что к нему привело. Каждое скрытое взаимодействие, каждый избегающий взгляд внезапно превратился в нечто неизбежное. Каждую секунду им казалось, что никто не замечает, но кто-то замечал. Чингук замечал. И теперь все остальные тоже начинали это видеть. Последствия не успокоили ситуацию, они только ухудшили ее. Даже когда они пытались вернуться к нормальному состоянию, энергия между ними оставалась другой, заряженной, незавершенной, почти хрупкой, и наблюдать за этим было опасно. Выражение лица Тэхёна не успокаивалось. Внимание Чингука не менялось. И расстояние между ними, каким бы маленьким или большим оно ни было физически, больше не ощущалось как расстояние. Оно ощущалось как нечто ожидающее, нечто незавершенное, нечто, что почти обнажилось, но не полностью. И именно поэтому люди теперь не могут отвести взгляд. Потому что если именно в тот момент Тэхён понял, что за ним наблюдают, то, что произойдет дальше, когда ни один из них больше не будет пытаться что-то скрывать, может оказаться чем-то, к чему никто не готов. После этого воздух не успокоился. Он сгустился. То, что должно было остаться лишь мимолетным мгновением, никак не хотело исчезнуть. Каждое последующее движение казалось все медленнее, тяжелее, словно само время тянулось, чтобы угнаться за тем, что только что произошло между Ким Тэхёном и Чон Чингуком. Тэхён пытался прийти в себя, но что-то было не так. Тонкое, почти незаметное поначалу, но неотразимое, как только это замечаешь. Его обычное самообладание ослабло на части. Его взгляд задержался на секунду дольше, чем нужно. Его поза, некогда сдержанная, теперь была наполнена напряжением, которое никак не хотело исчезать. А Чингук не отступал. В этом и была разница. Он оставался именно там, где нужно, чтобы Тэхён был в поле зрения. Не настолько явно, чтобы привлечь внимание с первого взгляда, но достаточно целенаправленно, чтобы, однажды замеченное, это уже нельзя было не заметить. Как будто он молчаливо решил больше не отводить взгляд, независимо от того, насколько уязвимыми становились обстоятельства. Уже одно это изменило атмосферу, потому что Тэхён снова это заметил, и на этот раз в его словах не было шока, только осознание, опасное, такое, которое приходит, когда прятаться больше невозможно, но правда все еще не выходит наружу. Она повисла между ними, невысказанная, становясь все тяжелее с каждой секундой. Фанаты начали замечать это в реальном времени. То, как их движения стали совпадать без координации. То, как их взгляды продолжали встречаться, даже когда они пытались этого избежать. Это не было совпадением. Это не было привычкой. Это было напряжение, которое снова и снова тянуло их обратно. Выражение лица Тэхёна стало более настороженным, но это была уже не та маска, что раньше. На этой появились трещины, маленькие, но видимые, словно он осознавал, что то, что он пытался скрыть, уже было увидено, и снять это было невозможно. Чингук не стал толкаться. Он не сократил расстояние, но и не создал дистанции.
Он оставался в этом промежуточном состоянии, достаточно близко, чтобы дотянуться, и достаточно далеко, чтобы ничего не форсировать. Наблюдал, ждал, словно понимая, что все, что произойдет дальше, нельзя торопить. И это только усугубляло ситуацию, потому что тишина между ними была не пустой. Она была наполнена смыслом. Каждая секунда бездействия лишь усиливала и безвыходность ожидания. Фанаты чувствовали нарастание напряжения не через что-то очевидное, а через все, что не происходило. Если это была лишь глава в мире моды, если это был лишь первый сигнал, то следующий шаг не просто взорвет интернет, он может полностью изменить масштаб событий. И когда это произойдет, мир не будет спрашивать, кто доминировал над Кэлвин Клейн или Серлин. Они будут спрашивать о чем-то гораздо большем, кто готов к тому, что будет дальше. Вопрос не в том, кто победил, вопрос в том, что изменилось. Потому что после того, как события с Кэлвин Клейн и Серлин попали в заголовки мировых новостей, произошло нечто тонкое, но неоспоримое. Изменилось восприятие. Не только среди фанатов, не только в мире моды, но и в более широком развлекательном пространстве. Когда Чингук оказался в центре минималистичной эстетики Кэлвин Клейн, это изменило его образ, он перестал быть просто самым молодым участником с взрывной сценической энергией, а стал фигурой, излучающей сдержанную уверенность. Компания не кричала, она утверждала. И это утверждение разнеслось далеко за пределы модных кругов. В то же время Тэхён, перемещающийся по изысканному миру Серлин, не воспринимался как сотрудничество, а как единое целое. Минимальные жесты, сдержанные выражения лиц, спокойная авторитетность в его позе – это демонстрировало не тренд, а присутствие. А именно в долговечность и инвестирует индустрии. Именно тогда усилились предположения не о соперничестве, а о траектории развития. Исторически сложилось так, что когда мировые артисты достигают такого уровня согласованности с брендом, это часто сигнализирует о начале чего-то гораздо большего. Партнерства в сфере роскоши редко бывают изолированными шагами. Они являются частью более широкой стратегии – построения нарратива, расширения влияния и подготовка аудитории к следующей трансформации. И оба они, кажется, находятся в режиме трансформации. Разница заключается в том, как они общаются. Трансформация Чингука ощущается динамично, это видимый рост. Смелые шаги вперед, открытость, которая приглашает мир стать свидетелем эволюции в реальном времени. В этой прозрачности есть сила, она создает непосредственность и срочность. Преображение Тэхёна ощущается внутренним, многослойным, художественным, продуманным. Оно не спешит объясняться. Оно разворачивается медленно, как в фильме, раскрывая смысл сцена за сценой. В этой сдержанности есть сила, она создает интригу. Два разных ритма, и мир пытается угнаться за обоими. Что делает эту главу еще более напряженной, так это время. Глобальная аудитория связана как никогда. Тренды взрываются за считанные минуты. Культурные сдвиги происходят за одну ночь. В такой среде для поддержания актуальности требуется больше, чем популярность, требуется контроль над повествованием. И прямо сейчас оба они контролируют свои повествования совершенно разными, очень стратегическими способами. Есть также психологический слой, который мало кто обсуждает. Годами разговоры о группах артистов часто вращались вокруг единства, общей идентичности и коллективного успеха. Но когда отдельные моменты становятся настолько значимыми, это бросает вызов устаревшим представлениям. Это доказывает, что индивидуальная сила не ослабляет коллективное наследие, а, наоборот, укрепляет его. Это осознание меняет то, как индустрии ведут переговоры. Оно меняет то, как глобальные СМИ освещают события. Оно меняет то, как аудитория ожидает будущих релизов, потому что ожидание – это валюта долголетия. И прямо сейчас ожидание достигло пика. Каждое публичное выступление анализируется. Каждое тонкое взаимодействие усиливается не ради драматизма, а ради подсказок. И фанаты, и аналитики ищут закономерности. Каков следующий эстетический сдвиг? Следующее творческое сотрудничество? Следующее неожиданное партнерство?
Молчание по-прежнему остается их самым мощным инструментом. Нет никаких драматических заявлений, никаких открытых деклараций новой эры, только продуманная видимость, стратегическое присутствие и моменты, которые кажутся спонтанными, но при этом точно попадают в цель. Эта точность предполагает подготовку. Подготовку к чему? Вот где нарастает напряжение. Если мода – это заявление об идентичности, то следующий этап может стать заявлением о направлении. Музыка, отражающая новые влияния, визуальные проекты, бросающие вызов ожиданиям, межотраслевые коллаборации, которые переопределяют масштаб. И вот в чем ключевой момент. Мир больше не реагирует из удивления, он наблюдает с ожиданием. Этот переход от шока к ожиданию тонкий, но монументальный. Шок утихает, ожидание нагнетает давление. А давление создает определяющие моменты. Индустрия это понимает. Фанаты это чувствуют. СМИ это ощущают. Формируется нечто большее, но самые мощные шаги редко объявляются до того, как они произойдут. Поэтому, пока глобальные дискуссии продолжают анализировать Кэлвин Клейн и Серлин, споря об ауре против энергии, доминировании против элегантности, одна реальность остается неоспоримой. Эти кампании были не выводами. Это были сигналы. Сигналы о том, что два артиста вступили в фазу, когда каждый шаг имеет глобальные последствия, когда каждое сотрудничество расширяет влияние и когда каждое молчание нагнетает напряжение, а не смятение. И когда напряжение достигает своего предела, оно требует разрядки. Единственный вопрос, остающийся в воздухе, когда эта разрядка наступит, когда наконец произойдет следующий определяющий шаг, оправдает ли он ожидания или разрушит их полностью. На этот раз затишье перед следующим шагом ощущается иначе. Оно не пустое, а наполненное смыслом. Потому что после глобального успеха Чингука с Кэлвин Клейн и Ви Серлин разговор перестал быть исключительно о моде. Он стал о власти, той, которая не угасает после завершения трендового цикла. Обычно люксовые компании взлетают, доминируют в заголовках, а затем медленно растворяются в следующей волне новостей. Но это не растворилось. Она стабилизировалась. Образы оставались актуальными. Дискуссии углублялись. Индустрия продолжала ссылаться на них. Это не совпадение, это позиционирование. Оба артиста достигли чего-то редкого. Они не выглядели как амбассадоры, заимствующие престиж бренда, они выглядели как фигуры, расширяющие его. А когда артист расширяет нарратив люксового бренда, это меняет иерархию. Отношения становятся взаимным влиянием, а не просто одобрением. Этот сдвиг тонкий, но постоянный. А постоянность создает давление. Потому что, как только мир видит такой уровень контроля и влияния, он ожидает повышения, а не повторения. Повторение той же формулы казалось бы безопасным, предсказуемым и более сдержанным. Ни один из них не заинтересован в меньшем. В их нынешнем поведении видна зрелость. Публичные выступления выверены. Заявления обдуманы. Даже молчание кажется тщательно продуманным. Хаос ранней славы сменился контролируемой притягательностью. Они не гонятся за вниманием, внимание само к ним притягивается. Такая притягательность меняет будущие переговоры. Она меняет творческую свободу. Она меняет терпимость к риску. И вот здесь напряжение снова нарастает. Когда артисты достигают этой стадии, они оказываются на перепутье. Один путь ведет к комфорту, поддержание имиджа, сохранение доминирования и защита репутации. Другой путь ведет к разрушению, переосмыслению звука, визуальных образов и художественного направления таким образом, что это может вызвать разногласия, но укрепить наследие. И Чингук, и Тэхён, кажется, находятся на этом пересечении. Недавняя аура Чингука предполагает смелые эксперименты. Его эра Кэлвин Клейн намекала на уверенность, лишенную колебаний. Такая уверенность часто предшествует художественным рискам, звукам, которые бросают вызов ожиданиям, визуальным образом, которые кажутся менее отполированными и более грубыми.
Сотрудничество Тэхёна с Сырлин намекало на нечто иное: глубокий художественный кураторский подход, акцент на эстетической целостности и повествование, которое разворачивается целенаправленно. Этот путь часто ведет к концептуальным проектам, работам, которые не стремятся к чартам, но остаются в культурной памяти. Две разные художественные философии, обе способные оказать сейсмическое воздействие. Глобальная аудитория это чувствует. Комментарии в интернете – это уже не просто восхищение, это предвкушение. Фанаты реагируют не просто на произошедшее, они готовятся к тому, что может произойти. Существует общее ощущение, что эпоха моды стала декларацией независимости, доказательством того, что оба направления могут доминировать на глобальном уровне в одиночку. Следующим шагом может стать декларация эволюции. Но эволюция не всегда комфортна. Когда художники слишком быстро расширяются, критики ужесточают свой анализ, пристальное внимание СМИ усиливается, а сравнения множатся. Внимание становится менее восторженным и более оценочным. Готовы ли они к такому уровню анализа? Судя по их нынешнему спокойствию, кажется, что они уже подготовились. Потому что спокойствие под всеобщим вниманием не случайно. Оно тренируется, формируется и укрепляется годами, в течение которых приходится ориентироваться в заголовках, нарративах и ожиданиях. Разница сейчас в масштабе. Масштаб больше. Ставки выше. Право на ошибку меньше. И все же ни один из них не кажется нерешительным. И именно это делает эту главу такой напряженной. Нет никакого драматического публичного заявления, сигнализирующего о новой эре. Нет криков. Просто едва уловимые, неоспоримые ощущения того, что основа заложена. Мода утвердила авторитет. Авторитет создает рычаги влияния. Рычаги влияния открывают ранее закрытые двери в творческие территории, которые полностью переосмысливают идентичность.